Друзья, всем привет! В последнее время очень часто спрашивают. На новых автомобилях появилась куча различных интересных и полезных опций, ассистентов. Можно ли на автомобиле старше 5-6 лет, а то и 10 лет установить, дооснастить одной и той же марки автомобиль более современными ассистентами, которые стоят на новых автомобилях? Сегодня речь именно об этом. Я в своих видео раньше неоднократно говорил, что мы живем сейчас в автомобилестроении в век маркетинга, когда экономические составляющие преобладают при производстве автомобилей новых моделей и так далее. И инновации в плане двигателей, трансмиссий и так далее, они, скажем так, в большом объеме глобально практически не развиваются. То есть, если двигатель внутреннего сгорания уже достиг в своем развитии практически предела, из него высаживают последние соки, так сказать, вытягивают, придумывают различные системы газораспределения и так далее, что можно снять лишние 2 лошадиных, 3 лошадиных силы, и выдают это как борьба с экологичностью, борьба с экономичностью, вернее, не борьба с экономичностью, а более экономичные двигатели и более приемистые, и, естественно, более мощные. А по большому счету это все тот старый добрый двигатели внутреннего сгорания. К чему это все? В тот момент, когда вы видите новый автомобиль, если раньше каждая модель выходила примерно в 5-6 лет, рестайл или новая модель какая-то одной и той же марки, например, Mercedes E-класса, Volkswagen Passat и так далее, Audi и так далее и тому подобное. То есть сейчас, как вы видите, каждые 2 года, как новый смартфон, выходит новая модель, переработанная. Хотя, если копнуться глубже, ничего в ней, в принципе, не меняется, кроме каких-то эстетических моментов. Смотрите, реально, вот мы возьмем за базовую стоимость автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. 20% на нем зарабатывает дилер, 30% как минимум на нем зарабатывает официальное представительство в России, и еще зарабатывает от себестоимости сам производитель. И вот смотрите сами, какая себестоимость автомобиля как таковая. Если поискать, довольно-таки легко найти в официальных источниках автомобиль, например, того же концерна Volkswagen стоимостью, образно говоря, 2 миллиона рублей, его себестоимость составляет примерно 700 тысяч рублей. На вас наварились все, кто можно. Так вот, это я к чему? Маркетологи подумали, потому что производство нового кузова с измененными чертами для концерна, не составляет больших затрат. То есть все быстренько, рисуются новые линии, обдувается это в аэротрубе и пускается на конвейер. Тем более платформы как таковые меняются сборочные очень редко. О чем я имею в виду речь? То есть, например, предыдущая платформа, сейчас у ВАГа платформа идет MQB, которая касается практически всех марок автомобилей. То есть это и Шкода, это и Seat, это и Audi, это и Volkswagen. То есть все на этой платформе у них на сборочных конвейерах собираются все их агрегаты, и все модели построены на этих платформах. До этого была платформа PQ, так называемая PQ25, PQ35, и были еще подмодификации. Сейчас до сих пор даже есть модели до 2018 года, которые производились на платформе PQ. В чем секрет? Реально вы получаете более электронную навороченную начинку за более большие деньги, и вам это дается как более современный технологичный продукт. Но по правде многого не меняется, кроме эстетической части, которая для производителя практически ничего не стоит. А в первую очередь покупатель клюет на что? Он находится внутри автомобиля. Возьмем концерн Volkswagen, 10-летний какой-нибудь Passat, он не особо выглядит каким-то устаревшим. Согласитесь? Даже Volkswagen Tiguan 6-7-летний, он выглядит довольно-таки современно. И даже на платформе PQ эти автомобили имеют все дополнительные опции. И ассистенты света, круиз-контроли, адаптивные контроли, мертвые зоны. Все, что предлагается за отдельную плату. И вы платили это из своего кошелька. На современных автомобилях, кроме ассистентов, стали добавлять визуальные эффекты, как это говорится. Как новые смартфоны выпускают и добавляют разные фишечки. Стали ставить LED-дисплеи и так далее. Многие люди, которые
не в состоянии купить новый автомобиль или довольно-таки свежий автомобиль, не старше 3 лет, да, пытаются как-то дорабатывать свои автомобили, если это возможно, вот, до современных моделей, в которых есть различные помощники водителя. В большинстве своем это перерастает, скажем так, в некий колхоз китайского производства, который обрастает на панели различные датчики, какие-то дополнительные экраны и так далее и тому подобное. Вот я, например, не сторонник данных моментов. Даже если у вас автомобиль до 10 лет, вы спокойно можете по штату поставить в свой автомобиль современные ассистенты, которые будут делать из вашего автомобиля современный, так сказать, гаджет. Что я имею в виду? Вот возьмем, например, современный руль MQB, который ставился на Golf 7R, или сейчас вот современные рули, которые сенсорные уже идут. Вот. Естественно, производитель любой или там официальный дилер вам скажет, что невозможно поставить такой аксессуар, да, на ваш автомобиль, так как платформы отличаются, и он просто, его функциональность не будет работать на вашей платформе. Автомобили, скажем, до 10 лет, первые с коншиной, вот, и когда появилась вторая уже линшина, шина так называемая Lin 2.0, скорости по шине, например, привод, да, они, или шина комфорт, не превышала 500 килобайт. Вот. Это очень маленькие скорости, да, это не мегабайты, не десятки, не сотни мегабайт, да, то есть это довольно-таки маленькое значение. А в большинстве своем все узлы автомобиля общаются на довольно-таки маленьких скоростях по так называемой шине CAN-привод, где скорость не превышает 50 килобит. То есть, ну, реально хочу вам сказать, что несколько цифр передачи данных по определенным частотам, импульсностью определенной, вот, формируют вот все вот эти вот электронные мозги, которые вы наблюдаете в своих автомобилях. С развитием современной электроники, а именно, я имею в виду различные там 3D приборные панели, различные большие мультимедийные системы и так далее, которые ставят в современных авто, там, естественно, скорости увеличились, и поэтому стали ставить уже оптоволоконные системы. Но скорость общения двигателя, приборная панель ваша магнитола, или магнитола, которая может читать параметры двигателя, скорость это никак не увеличилась. То есть двигатель может быть более современным, более экологичным, более мощным, но скорость от его датчиков и параметров его работы и блока управления двигателей также никак не поменялась и не превышает 100 килобит в секунду. А основные моменты ассистентов водителя именно ориентируются на эти сигналы. Поэтому вы легко с помощью определенных манипуляций можете доработать свой автомобиль и установить какие-то дополнительные опции. Например, для рынков, где люди реально любят экономить на опциях и доустанавливать, это в первую очередь Германия. Немцы очень любят покупать пустые барабаны, а потом доустанавливать на них дополнительное оборудование. По штату, по стоку, не китайщину, которая обрастает различные модели наших автомобилей, которые ездят по нашей стране, а по стоку, чтобы в автомобиле все выглядело штатно. Поэтому там уже с завода выпускаются автомобили с так называемыми дополнительными универсальными блоками за отдельную плату, что если ты планируешь дорабатывать, устанавливать опции на свой автомобиль, чтобы у тебя не возникло конфликта несовместимости. Это все возможно. Вот. У нас, к сожалению, эти блоки не возобладали, скажем так, популярностью. Вот. В большинстве своем рукастые люди у нас не идут простым путем, поэтому делают все с нуля. Например, руль MQB, который, ну, просто сняв старый, поставить новый на PQ-платформу, это невозможно. То есть функциональные клавиши круиз-контроля, управление бортовым компьютером, там магнитолы и так далее, они не будут работать. Возможно ли это? Да, это возможно с помощью нехитрой, еще раз повторю, нехитрой перекоммутации проводов в определенном случае, в более чуть-чуть похитрее установление в разрыв дополнительного так определенного CAN-адаптера, который преобразует сигналы руля более современного формата в сигнал старый PQ.
скорости одни и те же, просто сигналы поменялись. И он преобразует эти сигналы, и ваша электроника, в том числе блок комфорта, который отвечает за, скажем так, работу всех ваших элементов и электроники в вашем автомобиле, начинает понимать. Тот же, например, мультируль. Дальше. Например, вы видите сейчас, что есть в современных автомобилях различные 3D-приборки. Но более на современных это красиво, это стильно, это информативно. Многие это хотят поставить, но по определенным причинам тот же о несовместимости сигналов это невозможно сделать. Но, например, если у вас стоит приборка простая, и вы знаете, что на более старшую модель ставилась, например, приборная панель с 3D-дисплеем, да, вы вполне можете это сделать и установить ее, и она будет корректно работать со всеми системами, двигателем, электроникой, ключами, мобилайзер, сигнализацией вашего автомобиля. И все будет отлично работать. Вот. Далее. Есть автомобили, на которых даже не ставились с завода, и даже на новых не ставятся определенные опции, которые очень полезны. Какие, например? Вот возьмем мой автомобиль, да. Никогда и даже сейчас на автомобиль не ставится прямой контроль давления в шинах. Да, есть косвенный, он ставится на многие автомобили. Это дешевая опция, которая контролирует параметры давления в ваших шинах путем косвенного параметра, а именно сигнала от датчиков АБС. Колесо приспустилось, поменялась, вернее, длина окружности вашего колеса, да? Вот на это среагировал датчик, вызвал сообщение, что какое-то колесо спустило. Но какое прямое в реальном времени давление в ваших шинах, вы не знаете. И передвигаясь, например, где-нибудь в потоке или по трассе, зимой или в плохую погоду, вам нужно выйти из автомобиля и визуально посмотреть, приспустило ли какое-то ваше колесо. Или оно, может быть, спускает и так далее. Это, например, на шумной дороге не всегда удобно видеть. Вот. Вы выходите в автомобиле, все колеса накачаны, и непонятно, волноваться вам на этот счет или нет. Может, у вас просто давление от нагрева шин изменилось или от охлаждения. Вот такая вот опция. Возможно ли ее поставить на мой автомобиль? Да, возможно. Потому что, например, на Амароке 2018 года эта опция прекрасно стоит и успешно функционирует. Совместимость в блоках практически абсолютная. Можно, в принципе, просто поставить более новый блок бортовой сети, вот, который на любой разборке стоит там до 8000 рублей. И путем нехитрой манипуляции за 4-5 тысяч рублей вместе с проводкой вот, вы можете обзавестись такой опцией, как прямой контроль давления в шинах. И все это будет отображаться на вашей приборке. Далее, что бы еще хотел отметить, различные опции для удобства, да, то есть, например, там мультимедийные системы, системы датчики дождя, активного света и так далее. Все это тоже, естественно, делается. Активные круиз-контроли, ограничения скорости. Все это доустанавливается, если вообще существовало в поколении ваших марок. Вот, и стоит небольших денег. Не десятки даже тысяч рублей, а если вы особенно делаете если своими руками, то вы можете уложиться там в небольшие суммы. Все зависит от того, что вы готовы сделать сами, а не, скажем так, делегировать автосервису либо каким-то сторонним организациям. ВАГ, например, это марка, которая больше всех повернута лицом к людям, которые привыкли дорабатывать свои автомобили, даже которые выезжают с салона. Почему? Потому что это скажем так, универсальные платформы у ВАГа были всегда, которые удешевляли их производство, раз, но в то же время вот это вот помогает людям иметь возможность доработать свой автомобиль до более высокого класса, так сказать. Практически всех в стоке не устраивает многих мультимедийная система, да, когда нет никакого-то дисплея, там, отображения различной информации. Хотя в 90% случаев все слушают радио и музыку. Но многие хотят установить мультимедийную систему. Как правило, многие ставят различных китайских производителей. Я не говорю, что это плохо. Сейчас даже оригинальные магнитолы для многих немецких концернов производятся в Китае, да, но путем нехитрых манипуляций маркетинговых, да, все это превращается
Made in Germany, да. Да, что-то еще производится там в Польше и так далее, но в большинстве своем многие марки, там, например, Discovery, PQ, там и так далее, Media, Made in 1, 2, там для Шкоды, для Volkswagen и так далее, производятся в Китае. Качество ничем не хуже, потому что это официальные фабрики, которых, говоря, наняли, чтобы произвести данную электронику для этого производителя. Ничто им не мешает поставить от оригинального производителя и путем нехитрых манипуляций даже в более современных, от более современных моделей у вас будет стоять современная аудиосистема. В каком-нибудь одном из следующих видео покажу вам, как поставить, например, вот на мой автомобиль опцию, которая никогда не ставилась на этот автомобиль. Ее невозможно было заказать с завода нигде. Вот. Но она прекрасно здесь работает, столько без какого-либо колхоза, то есть просто доустанавливается, и автомобиль обретает функцию и опцию, которую никогда в этом автомобиле не было, даже за деньги. Вот и на сегодня все, что хотел вам сегодня рассказать. Буду периодически про немецкие автомобили развивать вам эту тему. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. С вами был Акер Механик. И до новых встреч.